2022 год был непростым для всей металлургической отрасли и экономики страны в целом. Однако, несмотря на санкционную атаку стран Запада, на значительную смену логистических маршрутов, структуры и географии рынков, металлурги обеспечили выполнение основных показателей. Восстановленный буквально из руин завода советской эпохи, а именно как завод, а не как склад или парковка Новоросметалл, встав на ноги, столкнулся с беспрецедентными вызовами после введения Евросоюзом полного запрета на импорт из России стали и металлопродукции. Несмотря на жесточайшие санкции, Новоросметалл продолжил реализовывать стратегию развития. Восстановленные и вновь построенные цеха, куплено современное оборудование, которое с января 2022 года производит высококачественную арматуру, первую в промышленной истории города-героя Новороссийска. Более того, 15 ноября 2023 года будет начат выпуск проволоки-катанки и арматуры в мотках, продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. Из катанки можно производить более 10 тысяч наименований метизов, рифленую проволоку, крепеж, болты, саморезы. Развитие метизных производств – хорошая перспектива, а уже сейчас, с 2023 года, начат монтаж линий по производству проволоки-катанки диаметром 5,5-16 мм. Эта линия запроектирована с самого начала строительства. Она будет расположена в том же сталепрокатном цехе. Максимальный годовой объем продукции – до 500 тысяч тонн в год арматуры и катанки. Основное сырье для производства – подкат, стальная квадратная заготовка из нелегированной и низколегированной стали собственного производства, ранее отгружавшейся на экспорт. Она доставляется автотранспортом от расположенного в 6,5 километрах электросталеплавильного цеха Новоросметалла. К 2025 году будет достроена автодорога протяженностью 0,7 километра с путепроводным тоннелем, которая сократит расстояние к комплексу до 4,5 километров и разгрузит село Гайдук и его ЖД-переезд. 500 тысяч тонн арматуры катанки, благодаря местному производству, низкой себестоимости заготовки и короткому плечу перевозки, заметно снизят себестоимость многоэтажного жилья в Новороссийске примерно на 2000 рублей за 1 квадратный метр. Эксперты прогнозируют рост потребностей арматуры и катанки на внутреннем рынке, а в мире она по-прежнему востребована на Ближнем Востоке, Средиземноморье, Северной Африке. Как и прогнозировалось, в ходе проектирования и экологических экспертиз фактический уровень выбросов от проекта оказался низок и не ухудшил экологической ситуации в Гайдуке. Более того, проект снизил экологические риски. 10 из 14 аварийных зданий, долгие годы представлявших реальную опасность для жителей села, особенно для охотников за металлами и подростков, полностью демонтированы. Вместе с ними ликвидированы все многолетние стихийные свалки бытового и строительного мусора на территории предприятия и вблизи его границ, источники загрязнения воздуха и подземных вод. Сегодня уже можно говорить и об очевидном социальном эффекте от проекта. Созданы рабочие места для 322 человек. Средняя заработная плата после выхода на полную мощность превысит среднеотраслевую. Благодаря проекту село Гайдук получило высокооплачиваемые рабочие места в шаговой доступности. Местные жители уже составляют треть работников, а десятки иногородних переехали в село Гайдук на постоянной основе. Новоросметалл – предприятие, стараниями которого облагораживается городское пространство. – 17 декабря 2021 года был установлен закладной камень в основании храма в честь святой равноапостольной Нины. А уже сегодня он выглядит так. Строительство храма продолжается. Первая служба запланирована на 1 сентября этого года. Быть первыми, эффективными, надежными и динамично развивающимися – это коллектив Новоросметалла.